Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой свитер с квадратами. Вязала я из потрясающей пряжи, поэтому свитер получился мягкий, теплый и тактильно очень приятный. А список используемых инструментов и материалов, а также весь подробный расчет и все схемы я поместила в отдельный файл, который можно скачать у меня в телеграм-канале или на канале в Яндекс.Дзен. Все ссылки я оставлю в описании. Поэтому при необходимости вы сможете под себя произвести полные расчеты. Была проделана большая работа, поэтому не забывайте подписываться на канал, это сейчас очень важно. Ну и также поддерживайте ролик лайком и комментарием. Сегодня буду использовать пряжу, которую мне предоставил магазин пряжи.су, а также всем моим подписчикам и зрителям. Магазин предоставляет скидку 5% по промокоду, который вы видите на экране. И сегодня буду использовать пряжу Кутнор Мерино Экстра 125. Здесь в составе на 100% Меринос Экстра Файн. Это итальянская пряжа. И у меня цвет номер 150 и цвет номер 2. Всю подробную информацию я оставлю в описании под роликом, поэтому переходите и заказывайте. Полочку и спинку мы будем вязать отдельными деталями. И вот так они выглядят схематично. Далее детали мы сошьем и приступим к рукавам. Берем спицы номер 3,5 и нить бежевого цвета. Оставляем достаточно большой кончик, чтобы нам хватило для набора петель. Я буду набирать на одну спицу и набираю самым обычным классическим способом. Располагаю нить вот таким образом и приступаем к набору петель. Набрали 2 петли, 3 петли. Здесь вы можете набирать любым способом, который вам больше нравится. 4 петли. И продолжаю таким образом, пока не наберу 102 петли. Набрали, и теперь приступаем к первому ряду. Вязание поворачиваем. И теперь первую петлю снимаем. Она у нас кромочная. Дальше приступаем к вязанию резинки. Все петли я вяжу за переднюю стенку. Провязываю сначала лицевую петлю. Далее провязываю изнаночную. И теперь чередуем лицевую и изнаночную. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И продолжаем так до конца ряда. Первый ряд провязан, вязание поворачиваем и приступаем ко второму ряду. Здесь мы уже вяжем по рисунку, то есть какую петлю видим, такую и провязываем. Первую петлю опять снимаем, последнюю всегда провязываем изнаночной. Это у нас кромочные петли. И теперь у меня идет лицевая, поэтому я провязываю лицевую. Далее изнаночная, провязываю изнаночной. И так до конца ряда чередую лицевую и изнаночную петлю. Далее провязываем резинку, пока у нас не будет готово 13 рядов. И увидимся, когда резинка будет полностью провязана. Провязали 13 рядов резинки, и теперь нам нужно заменить спицы на номер 4. Если у вас не съемные спицы, тогда сейчас уже нужно будет приступать вязать спицами другого размера. Я просто их вот таким образом меняю. И теперь у нас с вами на спицах 102 петли. На каждый квадрат у нас пойдет по 25 петель. То есть 100 петель уйдет на квадраты. И 2 петли это кромочные. С одной стороны одна и с другой стороны одна. Поэтому первый квадрат у нас будет 26 петель. Это с учетом одной петли кромочной. Далее опять квадрат уже будет 25 петель, потом опять 25. И последний квадрат за счет кромочной будет равен 26 петлям. А так обычно кромочные просто можно не брать в счет. Теперь начинаем вязать первый квадрат. Здесь мы сейчас пользуемся нитью от клубка, который у нас есть. Снимаем первую петлю и просто провязываем 25 петель лицевыми.
Первая у нас кромочная уже есть, поэтому провязываем 25 петель. Первая, вторая, третья. И вяжем так 25 петелек. Провязали. И теперь берем моток белого цвета, вот так вот просто подкладываем и начинаем вязать белой нитью. Подкладываем ее назад и провязываем 25 петель белой нитью. Все вяжем сейчас лицевыми уже. Первая, вторая, третья. И так вяжем 25. Белой нитью провязали. Теперь берем опять бежевый цвет. И нить лучше брать изнутри мотка, для того, чтобы он не раскручивался, а вот так вот изнутри легко тянется. Подкладываем нить. И вяжем теперь 25 петель бежевого цвета. А на изнаночной стороне, вот где у нас места соединения двух нитей, здесь можно завязать узелок. Для того, чтобы у нас здесь не было дырочки, завязываем обычный узелок, дальше мы будем прятать нити. Ну и теперь заключительный квадрат, он у нас белого цвета, также подкладываем нить и уже довязываем до конца ряда. Лучше использовать именно разные мотки, для того, чтобы у вас нити не путались. Ну и последнюю петлю провязываем изнаночной, она у нас кромочная. Далее, для того, чтобы нити у нас не путались, мы перемещаем мотки, то есть последний у нас становится первым. И в такой последовательности раскладываем. Далее поворачиваем вязание. Так нити у вас не запутаются и вам будет удобно вязать. Теперь мы провязали 14 ряд, приступаем к 15, он изнаночный. Мы заканчивали белой нитью, поэтому продолжаем белой нитью. Довязываем до последней белой петли, то есть до вот этого момента. И вот провязали последнюю белую петлю. Для того, чтобы у нас вот здесь на стыке не было никаких дырок, нам нужно перекрутить нити. Вот таким образом. Вот у нас белая нить. Перекручиваем, придерживаем. Теперь вот у нас белая нить идет внизу. Мы берем моток, вытаскиваем и перекладываем. И так у нас нить не будет путаться. Все, теперь вот так подтягиваем и начинаем вязать бежевым цветом уже. Также до момента, когда у нас будет смена нити. И вот у нас опять смена нити. Я хочу показать еще раз, как мы перекручиваем. То есть берем, вот у нас сейчас основная была нить, вот нить следующая. И мы вот таким образом прокручиваем, придерживаем. И теперь вот снизу вытаскиваем моток, перекладываем его. И все, теперь можно уже вязать нитью нового цвета. И довязываем таким образом ряд. 15 ряд завершили, и теперь опять перемещаем мотки, чтобы нить не путалась. Переворачиваем вязание. И теперь приступаем к 16 ряду. Здесь опять начинаем бежевым цветом. И я покажу вам, как меняем нить на лицевой стороне. Но здесь, в принципе, все то же самое. И вот довязали бежевым цветом. Теперь нам нужно взять нить бежевого цвета и вот таким образом перекрутить. Для того, чтобы у нас нить белого цвета уже была наверху. И моток я также перемещаю. Все, теперь подтягиваем и начинаем вязать уже белой нитью. Теперь меняем нить с белого на бежевый. Берем эти две ниточки и вот таким образом перекручиваем.
И вяжем уже нитью бежевого цвета. Моток также перемещаем. И все, так продолжаем, пока у нас не будет готово 45 рядов. То есть мы с вами сейчас находимся на 16 ряду. У нас должно быть готово 45 рядов. Далее я покажу вам, как менять нить. Провязано 45 рядов, и теперь обрезаем вот эти ниточки от мотков, оставляя примерно по 10 сантиметров. Сейчас у нас будет смена цвета. А вообще смена цветов у нас будет в 45, 78 и 110 рядах. То есть теперь вместо вот такого бежевого цвета мы будем вязать белым цветом. Для этого первую петлю снимаем, далее подставляем нить уже белого цвета, также завязываем в узелок 2 кончика нити и теперь приступаем к вязанию белым цветом. Теперь вот здесь, где у нас остался кончик нити, берем нить уже бежевого цвета, подвязываю сначала, чтобы было удобно, максимально близко к полотну. Теперь у нас рабочая нить будет бежевого цвета. Ее также вот с белой нитью от предыдущего квадрата мы подворачиваем, чтобы у нас не было дырок. То есть вот у нас белая ниточка, далее пойдет бежевая, мы опять вот так поворачиваем и начинаем вязать нитью бежевого цвета. Также повторяю со всеми остальными квадратами. И теперь вяжем таким образом до 59 ряда, то есть вяжем уже новыми цветами. Увидимся, когда дойдем до 59 ряда. 59 рядов готово, и сейчас приступаем к 60 ряду. Здесь нам нужно будет закрыть по 5 петель с каждой стороны на подрезы. Для этого здесь вот первую петлю снимаем, далее провязываем лицевую и предыдущую петлю набрасываем. Таким образом мы с вами закрыли первую петлю. Далее провязываем следующую и предыдущую набрасываем. Закрыли 2 петли. Так нужно закрыть 5. Третья, 4 и 5 петля. Теперь этот ряд довязываем до конца. С другой стороны закрывать петли мы будем в 61 ряду, то есть на изнаночном ряду. Приступаем к вязанию 61 ряда. Здесь в начале нам нужно также закрыть 5 петель. Первую опять же снимаю, далее провязываю изнаночную и предыдущую петлю набрасываю. Закрыли первую петлю, вторую, третью, 4 и 5. И все, пока у нас не будет никаких изменений. Далее нужно вязать, пока не будет готово 103 ряда. То есть сейчас после закрытия подрезов у нас изменений пока не будет. Дальше у нас уже будет закрытие горловины. Поэтому увидимся, когда будет готово 103 ряда. Не забываем, что в 78 ряду нам нужно поменять цвета у квадратов. То есть у нас уже квадрат закончится. Нужно будет поменять с бежевого на белый, а с белого на бежевый цвет, как мы это делали с вами ранее, в 78 ряду. А так увидимся, когда 103 ряда будет готово. Дошла до момента, где у нас сейчас будет уже формирование горловины, то есть у меня провязано 103 ряда. Сейчас приступаем к 104, и я оставляю на экране схему, по которой мы с вами будем закрывать горловину.
Что ж, приступаем к 104 ряду. Здесь я посередине маркерами отметила 20 центральных петель, и их нам нужно будет закрыть. То есть провязываю сейчас до первого маркера. Дошла до маркера, его теперь снимаем и провязываем следующие 2 петли. Первая, вторая. Теперь вот эту первую петлю, которую мы с вами провязали, набрасываем на следующую. Вот таким образом. То есть мы закрыли с вами первую петлю. Далее провязываем следующую и предыдущую набрасываем. И продолжаю так, пока не закрою все петли, которые отметила. Вот здесь у нас идет смена цвета. Мы точно так же поворачиваем нити и вяжем уже новым цветом. И здесь закрываю петли до маркера. И снимаю второй маркер. Сейчас у нас закрыто 19 петель. Провязываю следующую петлю и предыдущую набрасываю. Таким образом мы закрыли 20 петель. Все, теперь мы будем отдельно вязать вот эту часть и отдельно вот эту часть. Поэтому белую нить здесь можно обрезать. Коричневую не обрезаем. Теперь довязываю ряд до конца. То есть здесь сейчас уже пока нету убавлений. Закрыли пока только центральные петли. Далее приступаем к 105 ряду. И так как мы теперь вяжем отдельно 2 детали, нам изнаночный ряд нужно провязать только по вот этой части. И здесь вяжем привычным способом, но последнюю петлю не провязываем. То есть провязываем сейчас белый квадрат и бежевый квадрат, оставляя последнюю петлю не провязанной. Приступаем к 106 ряду. Последнюю петлю мы с вами не провязывали. И теперь по схеме нам нужно закрыть 2 петли. Для этого я снимаю петлю вот эту провязанную и на нее набрасываю нашу не провязанную петлю. Таким образом закрываем первую петлю. Далее следующую провязываем и предыдущую набрасываем. Таким образом закрыли 2 петли. Теперь провязываю ряд просто до конца. 107 ряд вяжем точно так же, как и 105. То есть здесь без изменений, но в конце последнюю петлю не провязываем. Так мы будем делать каждый раз. Последнюю петлю на изнаночной стороне мы не провязываем. Вот так у нас должно получиться. Теперь вязание разворачиваем на лицевую сторону. И по схеме нам опять нужно закрыть 2 петли. Для этого я вот эту провязанную петлю опять переношу, не провязанную набрасываю, следующую провязываю и предыдущую набрасываю. Далее ряд вяжу без изменений. После этого изнаночный ряд провязываем точно так же, как и предыдущий, то есть последнюю петлю оставляем не провязанной. Таким образом завершаем самостоятельно этот ряд и изнаночный. И приступаем к вязанию 110 ряда. Здесь нам нужно заменить цвет нити, то есть у нас теперь бежевый квадрат станет белым. Для этого вначале мы оставляли вот здесь непровязанную петлю. По схеме закрываем одну петлю, так же как мы это делали ранее. И после этого я начинаю вязать уже белой нитью все остальные вот эти бежевые петли. Вот таким образом. А где у нас белый цвет, там меняем нить на бежевый. 111 ряд вяжем точно так же, как и предыдущие. Приступаем к 112 ряду, и здесь точно так же, как в предыдущем ряду, закрываем одну петлю.
Далее довязываем ряд до конца и провязываем еще изнаночный 113 ряд, а также оставляя последнюю петлю не провязанной. Приступаем к вязанию 114 ряда, и здесь мы уже будем оформлять скос плеча, поэтому мы сейчас в самом начале закроем одну петлю, а в конце нам нужно оставить не провязанными 11 петель. То есть здесь опять же закрываем петлю, как мы делали с вами ранее. А теперь вяжем, пока вот здесь у нас 11 непровязанных петель не останется. Вот так должно получиться. И теперь же разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Здесь в самом начале ряда нам нужно сделать накид, для того, чтобы вот в этом месте у нас не образовалась дырочка. Для этого я беру спицу и вот таким образом делаю накид. И далее продолжаю вязать изнаночные петли. Вяжу точно так же, как до этого, оставляя последнюю петлю не провязанной. В 116 ряду также опять одну петлю мы с вами закрываем в начале ряда. И теперь вяжем уже до того момента, пока от накида у нас не будет 5 непровязанных петель. То есть вот эту часть мы не трогаем. Вот наш накид. Далее от него отсчитываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем до этого момента только. Далее вязание поворачиваем на изнаночную сторону. И здесь также в самом начале делаем накид. Далее вяжем по классической схеме. В 118 ряду опять одну петлю закрываем и оставляем не провязанные 5 петель, считая уже от второго накида. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, то есть провязываем только белую часть. В 119 ряду нам вот здесь нити также нужно перекрутить, чтобы дырочек не было. И вяжем белой нитью. Также в самом начале делаем накид, а последнюю оставляем не провязанной. Далее разворачиваем и последнюю петлю закрываем. И теперь в этом ряду мы уже довязываем до конца и будем провязывать накиды вместе с петлями. То есть вяжем сейчас белым цветом. Далее нить меняю. Вот у нас идет с вами белый накид. Мы его провязываем вместе со следующей петлей. Вяжем коричневым цветом. То есть заводим спицу за петлю и за накид. И провязываем вместе. Далее вяжем до следующего накида. Вот он у нас. И провязываем его вместе с петлей, которая идет следом. Далее опять до следующего накида. И опять его провязываем с петлей. Это у нас 120 ряд. А в 121 мы просто провязываем все петли. То есть разворачиваю вязание и вяжу ряд прямо до конца. Ну и теперь остается закрыть петли. Для этого первую петлю снимаем, дальше провязываем лицевую и предыдущую петлю набрасываем. Далее опять провязываем лицевой, предыдущую петлю набрасываем и так закрываем все петли до конца. Здесь провязываем коричневым цветом. Теперь приступаем к вязанию правой части. И сейчас у нас с вами здесь провязан 104 ряд. Мы сейчас повернем вязание и приступим к вязанию 105 ряда. Здесь нам по схеме нужно будет закрыть 2 петли. Берем нить
И для начала провязываю первую петлю изнаночной, подкладываю нить и провязываю. Дальше провязываю следующую петлю изнаночной и предыдущую петлю набрасываю. Закрыли одну петлю, далее провязываем изнаночную и закрываем вторую петлю. Теперь вяжем ряд до конца. Далее разворачиваем вязание и вяжем лицевой ряд. Он у нас будет 106, но там последнюю петлю не провязываем. И вот в лицевом ряду последнюю не провязываю, поворачиваем вязание, приступаем к 107 ряду, и здесь нам нужно также закрыть 2 петли. Вторую снимаю и предыдущую набрасываю. Далее провязываю изнаночную и предыдущую петлю набрасываю. И теперь по такому принципу вяжем до 114 ряда. В 115 ряду я покажу вам, как на изнаночной стороне оформлять скос плеча. То есть здесь также по схеме закрываем уже по одной петле. В 110 ряду не забываем поменять цвета квадратов. И вяжем до 114 ряда. Нахожусь на 114 ряде. Поворачиваем вязание, приступаем к 115. Здесь мы будем формировать скос плеча, поэтому нам этот ряд нужно не довязать, оставив 11 петель вот здесь в конце ряда. То есть я, как обычно, закрываю одну петлю и вяжу, пока не провязанными останутся 11 петель. Теперь вязание поворачиваем на лицевую сторону. И в самом начале делаем накид, точно такой же, как мы делали это на левой части. То есть заводим спицы вот таким образом. И теперь вяжу ряд до конца, оставляя последнюю петлю не провязанной. В 117 ряду также одну петлю закрываем. И теперь вяжем уже, пока у нас не провязанными останутся лишь 5 петель, считая от накида. То есть вот наш накид, от него отсчитываю 5 петель и вяжу только до этого момента. Приступаем к 118 ряду, опять делаем накид вот таким образом и вяжем ряд, оставляя последнюю петлю. 119 ряд, закрываем одну петлю в начале. И теперь также, отсчитывая от последнего накида, не довязываем 5 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5. То есть вяжем только коричневым цветом. И сейчас будем приступать уже к 120 ряду. Здесь мы опять перекручиваем нити, для того, чтобы у нас дырочки не было. И разворачиваем на лицевую сторону. Здесь делаем опять накид и провязываем. Но здесь уже последнюю петлю мы с вами провязываем, так как в 119 ряду мы уже закрыли все петли для горловины. И теперь нам нужно с вами довязать ряд до конца, то есть уже завершить скос плеча. Для этого я провязываю до первого накида, вот он у нас. Теперь перекручиваю нити и буду вязать уже белой нитью. Далее нам нужно накид и следующую петлю провязать вместе. Для этого я на правую спицу не провязанными переношу накид и переношу следующую петлю. Теперь левой спицей подхватываю накид вот таким образом. Правую спицу вытягиваю из накида и петли. Далее правую спицу ввожу в петлю и переношу ее обратно на левую спицу. То есть мы с вами поменяли месторасположение накида и петли. Теперь провязываю их вместе изнаночной.
Далее довязываю до следующего накида. Далее нужно провязать спинку, и здесь до пройм все вяжется точно так же, как и на полочке, то есть вяжем резинку. Далее переходим к вязанию квадратов. В 60-м ряду закрываем петли на пройме с одной стороны и с другой стороны, а дальше вяжем наверх до 114 ряда. В 114 ряду начнется скос плеча, и дальше я уже вам там покажу. Не забываем, что смена цветов у нас происходит в 46-м, 78-м и 110-м ряду. Я довязала спинку до скосов плечей, и сейчас мы начнем их оформлять. И вяжем, пока у нас не останутся непровязанными только 11 петель вот здесь в конце ряда. То есть здесь пока без изменений. И вот у меня остались 11 петель в конце ряда. Теперь поворачиваем вязание. И вот здесь, для того, чтобы у нас потом на лицевой стороне не было никаких дырок, нам нужно сделать накид. То есть берем спицу и подхватываем нить вот таким образом. И далее вяжем изнаночными, пока у нас уже вот здесь в конце не останется 11 непровязанных петель. И вот у нас уже на изнаночной стороне остались 11 непровязанных петель. Переворачиваем вязание на лицевую сторону. И теперь ряд мы также начинаем с накида. И вяжем теперь, пока у нас уже от вот этого накида в конце. Вот у нас здесь накид, он виден. Отсчитываем от накида 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, и до этого момента провязываем ряд. И вот дошла до нужного момента, то есть вот наш с вами накид, от него отсчитываем 5 петель и их не провязываем. Вязание поворачиваем на изнаночную сторону. Теперь опять перед началом вязания нам нужно сделать накид. Вот таким образом. И теперь уже на изнаночном ряду, вот здесь в конце ряда, вот наш с вами накид, от него отсчитываем 5 петель и до этого момента довязываем. Дошла до нужного нам момента, то есть от нашего последнего накида отсчитываем 5 петель и их не провязываем. Разворачиваем опять вязание на лицевую сторону. И теперь делаю накид и вяжу лицевыми. И теперь уже от последнего накида нам нужно оставить 5 петель не провязанными. Вязание разворачиваем, опять делаем накид и также от последнего нашего накида отсчитываем 5 петель и там делаем разворот. И вот дошла до места разворота. Если боитесь, что здесь появится дырочка, так как у нас здесь идет место соединения двух нитей, можно вот так вот 2 раза перекрутить. И все, вот так вот подтягиваем, разворачиваем на лицевую сторону. Теперь мы вот эти накиды будем провязывать, то есть уже все соединять. Здесь провязываю сейчас пока до первого накида, провязываю все без изменений. Дальше у нас идет накид, но у нас здесь уже смена цвета, поэтому мы будем уже вязать бежевой нитью. Поэтому я сзади перекручиваю. И теперь вот эту петлю и накид провязываю вместе бежевой нитью.
Дальше опять у нас накид. Провязываем уже бежевой нитью все здесь. И последний. Довязываю ряд. Теперь вязание разворачиваю и начинаю вязать изнаночный ряд. И вот у нас следующий накид. Здесь нам нужно будет вязать уже белой нитью, поэтому я их вот так вот перекручиваю и снимаю накид, переснимаю следующую петлю. Далее на левую спицу надеваем накид, выпускаем правую спицу, подхватываем петлю и накидываем ее обратно. Теперь белой нитью провязываю накид и петлю изнаночной. И то же самое нужно повторить со следующими накидами. И все, теперь нам осталось только закрыть петли. Здесь также набрасываем одну петлю на другую. Одну провязываем и предыдущую набрасываем. А где у нас место соединения нитей, там меняем также нить, как и обычно, на другую, на другого цвета нить. И продолжаем закрывать. Сейчас начнем с вами сшивать. И приступим к плечевым швам. Детали располагаем лицом к лицу друг к другу. И нам понадобится крючок. Вводим крючок вот сюда, за заднюю стенку петли. И на противоположной стороне за переднюю стенку петли. То есть та, которая ближе к лицевой стороне. Далее берем, вот у нас здесь оставалась нить, и вытягиваем. Теперь опять находим следующую петлю, вводим крючок за заднюю стенку, а на противоположной стороне, наоборот, за переднюю. Вытягиваем нить и делаем соединительный столбик. Сильно я здесь не затягиваю. Теперь опять находим заднюю стенку петли, переднюю и делаем соединительный столбик. И так повторяем 25 раз, то есть по всему плечу. Все, завершили шов. Здесь ниточку надо будет потом спрятать. Теперь будем делать боковой шов. У меня здесь осталась нить. И мы будем здесь сшивать на лицевой стороне. Сейчас берем иголку с большим ушком. Вводим иголку вот сюда, в самое начало. И сейчас мы будем шить трикотажным швом. То есть для этого будем подхватывать кромочные петли. Сейчас вводим иглу за кромочную петлю, вот она у нас, и выводим через вторую. То есть у нас на иголке должна быть вот эта перемычка между двух кромочных петель. Теперь на противоположной стороне также вводим в одну кромочную и выводим иглу через вторую. Я постараюсь вам максимально подробно показать, но если не получится, то можно посмотреть уроки по трикотажному шву. Теперь переходим опять на противоположную сторону. Вот здесь у нас иголка уже выходила. Сюда мы второй раз уже вводим иглу и выводим через следующую кромочную. Теперь опять переходим на противоположную сторону, вводим иглу в кромочную и выводим через вторую. То есть у нас здесь игла уже была, мы вводим иглу еще раз. Каждый раз
В каждую кромочную петлю мы будем вводить иглу по 2 раза. И таким образом дошиваем до пройм. Точно так же здесь также подхватываем везде кромочные петли. И получается вот такой шов, практически незаметный. Далее мы будем набирать петли на рукава. Будем набирать из проймы и начнем вязать белым цветом. Половина рукава будет белая, половина будет бежевая. Берем ниточку, подкладываем и сначала набираем петли крючком. Вот здесь у нас закрытые петли, 5 штук, и вытягиваю первые 5 петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Теперь мы будем набирать петли по кромочным. Здесь набираем из первой кромочной петлю, далее из второй кромочной 1 петлю, из третьей кромочной петлю. И теперь нам нужно сделать прибавку, то есть набрать дополнительную 4-ю петлю. Набирать мы будем вот отсюда из протяжки между 2 кромочных, вытягиваем дополнительную петлю. То есть из 3 кромочных мы получаем 4 петли. Далее опять набираем первую петлю из первой кромочной, из второй 1, из третьей и теперь из промежутка между 2 кромочных. И таким образом делаю по кругу. В конце у нас также будет 5 петель, которые мы с вами закрывали для проймы. Поэтому там просто поднимаем 5 петель. Далее, когда петель на крючке стало уже слишком много, берем круговые спицы 40 сантиметров, номер 4, то есть 4 миллиметра, и переносим петли уже на спицы. После чего продолжаем набор петель. Набрали, теперь нужно повесить маркер начала ряда и далее вяжем по кругу лицевую гладь. Первый ряд мы провязываем за заднюю стенку, так как у нас здесь при наборе петли получаются перевернутые. Поэтому первый ряд вяжем лицевыми петлями за заднюю стенку. Начиная со второго ряда мы вяжем уже за переднюю стенку, они у нас примут правильное положение. И сейчас довязываем вот этот ряд, дальше вяжем еще 5, то есть всего нам нужно провязать сейчас 6 рядов. Первый ряд вяжем за заднюю стенку, последующие 5 рядов уже вяжем за переднюю стенку. И потом я покажу, как делаем убавки по рукаву. 6 рядов провязала, и сейчас будем приступать к 7-му. Это убавочный ряд, и каждый 7-й ряд вяжется одинаково. Для начала нам нужно провязать 1 лицевую петлю. Далее у нас идут 2 петли, и мы делаем убавку, провязывая вот эти 2 петли вместе за переднюю стенку. Таким образом мы сделали убавку. Теперь вяжем по кругу, не довязывая 2 последние петли ряда. Там мы опять делаем убавку. Дошла до последних 2 петель, и убавка в конце ряда провязывается вот таким образом. Снимаем эти 2 петли не провязанными, и нам их нужно перевернуть вот таким образом.
Теперь провязываем их вместе за заднюю стенку. И так мы повторяем каждый 7-й ряд. То есть в следующий раз такую убавку нужно будет сделать в 14 ряду, потом в 21 и так далее. Белым цветом вяжем до 77 ряда. То есть провязываем белым цветом 77 ряд, делаем там убавку и меняем цвет уже на бежевый. И вяжем бежевым цветом до 130 ряда. И довязали рукав до 130 ряда, то есть 130 провязан. Я для удобства перешла на чулочные спицы, так как здесь уже небольшое количество петель. И теперь мы будем вязать резинку 1 на 1. У меня также есть чулочные спицы, поэтому буду вязать ими. И здесь просто вяжем резинку 1 на 1, чередуя лицевую и изнаночную, как мы это делали в самом начале. И теперь просто будем вязать 13 рядов резинки 1 на 1. Провязываем самостоятельно 13 рядов резинки. Резинка у нас готова, и теперь будем закрывать петли. Петли буду закрывать эластичным способом. Для этого можно взять спицу меньшего размера. Я сейчас буду провязывать на тех же, которые использовала до этого. Сейчас для начала нам первую петлю нужно провязать, она у нас лицевая. Далее нам нужно сделать накид. И перед изнаночной петлей мы делаем вот такой накид. Далее провязываем изнаночную. Я вяжу достаточно сейчас плотно, для того, чтобы у нас рукав получился вот таким вот, как бы чуть-чуть стянутым. Далее нам нужно вот этот накид, который мы с вами делали, набросить на изнаночную петлю. Для этого подхватываем накид и набрасываем на провязанную изнаночную петлю. Теперь вот эту лицевую петлю нам также нужно набросить на последующую петлю. И так мы будем закрывать все петли. Но перед лицевой петлей мы делаем накид вот таким образом. У нас как бы ниточка сзади находится. Теперь провязываем лицевую и опять набрасываем накид на петлю и далее набрасываем провязанную петлю. И для этого с изнаночной стороны подхватываем накид и набрасываем его на лицевую петлю. Далее провязанную петлю также набрасываем. Теперь у нас идет изнаночная по рисунку, поэтому накид делаем вот таким образом. Провязываем изнаночную. Теперь набрасываем накид и набрасываем следующую петлю. Далее у нас идет лицевая, поэтому накид делаю вот таким образом. Провязываю лицевую. С изнаночной стороны набрасываю накид и набрасываю следующую петлю. И продолжаю так до конца. Все, полностью закрыли все петли. Теперь последнюю петлю вытягиваем, обрезаем нить и ее вытягиваем. Далее берем иголку с большим ушком и вот таким образом нить закрепляем. Далее закрепляем нить на изнаночной стороне.
Теперь будем приступать к обработке горловины. Для этого буду использовать круговые спицы номер 3,5. У меня 40 сантиметров они. Вы можете использовать круговые спицы 3,5, но с большей леской. Здесь как вам удобно и какие у вас спицы есть. Далее от, получается, правого плеча мы сейчас будем набирать петли. Берем ниточку, подкладываем и от плеча начинаем набор петель. Здесь мы также будем набирать первую, далее вторая петля, третья и четвертую мы будем брать из протяжки. То есть как бы делаем прибавку. Далее опять первая, вторая, третья, далее петля из протяжки. Первая, вторая. И вот здесь у нас с вами уже пойдут просто закрытые петли. Здесь мы набираем только по этим петелькам. То есть у нас здесь одна кромочная, далее закрытые. То есть там, где у нас петли с вами закрыты, там мы прибавки не делаем. Следующие прибавки мы будем делать вот здесь, там, где у нас идут кромочные петли. И теперь по спинке просто из каждой петли поднимаем одну петельку. У нас здесь должно получиться четное количество петель для того, чтобы мы смогли вязать резинку 1 на 1. Добираем петли до конца. Набрали все петли, и теперь так же как на рукаве мы первый ряд провязываем за заднюю стенку петли, а уже начиная со второго ряда вяжем за переднюю стенку, так как у нас петли сейчас перевернутые. И начинаем вязать резинку 1 на 1. Со второго ряда вяжем также резинку 1 на 1, но уже за переднюю стенку. Здесь количество рядов можно сделать чуть поменьше, то есть не 5 сантиметров резинки сделать, а допустим 3. Здесь уже на ваше усмотрение. После того, как резинка будет готова, закрываем ее точно так же, как на рукавах, то есть эластичным способом. После того, как все провязано, приступаем к ВТО. Я стирала вручную и сушила горизонтально. Далее свитер я отпарила. А если ролик вам понравился, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и до скорых встреч. Всем пока!